Пока вы смотрите это видео, куски континентов медленно откалываются и погружаются в океанскую мантию. Это горячий, в основном твердый слой, который медленно движется под морским дном. Как только эти фрагменты достигают мантии, они могут вызвать вулканические извержения в таких частях океана, где раньше не было вулканов. К тому же, когда континенты разрываются, это происходит не только на поверхности, но и глубоко в недрах. Но об этом немного позже. Этот процесс может продолжаться десятки миллионов лет. Новое исследование показывает, что внутренности Земли гораздо более динамичны, чем мы думали. Оно также объясняет, почему многие вулканические острова, включая остров Рождества в северо-восточной части Индийского океана, содержат необычно высокие уровни некоторых химических элементов. Дело в том, что эти элементы обычно встречаются только в континентальной коре. Ученые подозревали, что эти элементы появляются, потому что мощные силы глубоко в земле берут старые переработанные фрагменты горных пород и смешивают их с мантийными материалами. Этот процесс немного похож на то, как вы смешиваете ингредиенты для теста. Ранее исследователи полагали, что эти элементы поступают из двух основных источников: осадков, которые погружаются в мантию, когда океанические плиты опускаются, или из мантийных плюмов, столбов горячих пород, поднимающихся из глубины Земли. Однако эти объяснения не совпадают со всеми наблюдениями. В некоторых вулканических районах почти нет признаков того, что кора была переработана. В других местах мантия, похоже, остывает и слишком близка к поверхности, чтобы быть затронутой поднимающимися горячими породами. Ученые раньше задавались вопросом, как такое может происходить. Теперь мы знаем, что некоторые материалы в этих регионах поступают из частей континентов, которые погружаются глубоко в мантию. Эти фрагменты влияют на вулканы, которые формируются сверху. Новое исследование также предполагает любопытную идею. Континенты разрываются не только на поверхности, но и отслаиваются снизу, и это может происходить на гораздо больших расстояниях, чем ученые думали ранее. Исследователи использовали симуляции, чтобы выяснить, как континенты и мантия ведут себя, когда их растягивают тектонические силы. Их работа основывается на более ранних исследованиях, показывающих, что когда континенты распадаются, глубокие мощные силы внутри нашей планеты создают мантийную волну. Эта волна движется вдоль основания континента на глубине около 90-125 миль. Волна движется чрезвычайно медленно, примерно миллионная часть скорости улитки, и постепенно срывает материал с корней континентов. Эти отслаивающиеся фрагменты затем перемещаются вбок, иногда на более чем 620 метров, в океанскую мантию. Оказавшись там, они могут вызывать вулканические извержения в океане на протяжении десятков миллионов лет. Исследования также показывают, что мантия продолжает ощущать последствия распада континентов еще долго после того, как континенты сами разделяются. Даже после того, как формируется новый океанский бассейн, мантия продолжает двигаться, перестраиваться и переносить обогащенные материалы далеко от того места, где они изначально находились. Чтобы сделать такой вывод, исследователи изучили геохимические данные с разных частей Земли, включая провинцию подводных вулканов в Индийском океане. Эта цепочка вулканических образований, возникшая после того, как суперконтинент Гондвана распался более 100 миллионов лет назад. Их компьютерные модели и химические тесты показали, что сразу после распада суперконтинента Гондвана на поверхность поднялось много магмы с необычными химическими составляющими. За миллионы лет этот химический след постепенно исчезал, так как с поверхности стало подниматься меньше материала из-под континента. Самое неожиданное открытие заключается в том, что это происходило без помощи тех глубоких горячих столбов породы, которые ученые раньше считали необходимыми. Земле около 4,6 миллиарда лет. Она образовалась из огромного облака пыли и газа, которое медленно остыло, сжалось и превратилось в планету, которую мы знаем сегодня. По мере охлаждения тяжелые металлы, такие как железо и никель, погружались в центр,
а более легкие каменные материалы поднимались вверх. Это создало слоистую структуру Земли, каждый слой которой имеет свои уникальные свойства. Кора — это как кожа Земли. Это внешняя твердая оболочка нашей планеты, состоящая из твердой породы. Она разделена на огромные куски, называемые тектоническими плитами, которые медленно дрейфуют со временем. Существует два типа коры – океаническая кора и континентальная кора. Океаническая кора имеет толщину около 60 километров. Она покрыта тонким слоем осадков, таких как песок, глина и ракушки. Ниже находятся плотные породы, такие как базальт, богатые магнием. Континентальная кора толще океанической и находится под континентами. Она состоит из более легких пород, чем океаническая кора. Под корой находится мантия. Она составляет более 75% объема Земли. Верхняя часть мантии довольно жесткая, но ниже она становится мягкой и частично расплавленной, что позволяет ей медленно двигаться. Это движение и есть то, что перемещает тектонические плиты. В центре Земли находится ядро. Оно состоит в основном из железа и никеля и делится на два слоя – внешнее и внутреннее ядро. Внешнее ядро – это жидкий слой железа и никеля. Оно чрезвычайно горячее – до 6000 градусов Цельсия, столько же, как и поверхность Солнца. Внешнее ядро также генерирует магнитное поле Земли, которое защищает нас от вредного солнечного излучения. Внутреннее ядро твердое из-за колоссального давления внутри планеты. Оно также состоит из железа и никеля. Теперь наружная оболочка Земли, называемая литосферой, состоит из коры и верхней части мантии. Она разделена на большие части, называемые тектоническими плитами. Существует несколько суперкрупных плит и множество меньших. 6 крупных плит получили названия по континентам, которые они несут, такие как североамериканская, африканская и антарктическая плиты. Но даже маленькие плиты играют важную роль. Например, крошечная плита Ван-де-Афука ответственна за многие вулканы на Тихоокеанском северо-западе США. Плиты движутся как старые конвейерные ленты. Они двигаются очень медленно, примерно на 1-2 сантиметра в год, но за миллионы лет это движение изменяет лицо нашей планеты. Большинство землетрясений, вулканов и горообразования происходят там, где плиты сталкиваются, расходятся или скользят мимо друг друга. Существует 3 основные типа границ плит. Конвергентные, когда плиты движутся друг к другу, 2023 дивергентные, когда плиты расходятся, и трансформные, когда плиты скользят бок о бок. Когда тектонические плиты сталкиваются, кора смещается и складчится, образуя горные хребты. Примерно 55 миллионов лет назад Индия столкнулась с Азией, постепенно создавая Гималаи, самые высокие горы на Земле. Это столкновение продолжается и сегодня, так что горы все еще растут. Эверест, самая высокая точка Земли, может со временем стать немного выше. На некоторых конвергентных границах океаническая плита погружается под континентальную в процессе, называемом субдукцией. Земля сверху поднимается, образуя горы, а погружающаяся плита плавится и вызывает вулканические извержения. Так формировались горы в Андах Южной Америки. Когда 2 океанические плиты сталкиваются, одна обычно скользит под другую, создавая глубокие океанские впадины, такие как Марианская впадина в северной части Тихого океана, самую глубокую точку Земли. Эти столкновения также могут образовывать подводные вулканы, которые в итоге поднимутся над океаном и превратятся в островные цепи, такие как Япония. На дивергентных границах тектонические плиты отходят друг от друга. В океанах магма из глубокой мантии поднимется, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Это создает подводные горы и вулканы вдоль шва. Этот процесс обновляет океанское дно и постепенно расширяет океанские бассейны. Кстати, одна система срединных океанских хребтов соединяет все океаны мира, делая ее самой длинной горной цепью на Земле. На суше, когда плиты расходятся,
образуются гигантские долины, такие как Великая рифтовая долина в Африке. Если это растяжение продолжится миллионы лет, Восточная Африка может отколоться и стать новым континентом. Один известный пример трансформных границ – это разлом Сан-Андреас в Калифорнии. В отличие от конвергентных или дивергентных границ, трансформные границы обычно не создают гор или океанов. Но их скользящее движение может вызывать мощные землетрясения, такие как землетрясение 1906 года, которое разрушило большую часть Сан-Франциско. На этом все на сегодня. Так что если вы утолили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.